Всем привет! Меня зовут Наташа Кинза. Сегодня я вам предлагаю связать вот такой замечательный, очень стильный коврик, ковер. Смотря какого размера вы его свяжете, так и назовете. Толщина у него примерно сантиметр, достаточно толстый. Ковер это двусторонний, можно еще вот таким образом его ложить кверху. Но мне больше понравилось вот так, поэтому я так его и положила. Так он у меня и будет жить. Вязать его настолько просто и быстро, что вы даже не поверите. Ну, если сесть с утра, то к вечеру можно связать. Честное слово. Или за пару выходных вечеров, скажем так. Берите крючок, давайте вязать. Для работы нам потребуется пряжа. В принципе, можно использовать совершенно любую пряжу. У меня это вот такой акрил, достаточно толстенький, в 100 граммах 100 метров. И вот такая ленточная пряжка. Даже я не знаю, какой у нее состав, потому что почему-то она продавалась вообще без всяких этикеток. Но у нее такой сверху пушок интересный. Пушится она. То есть, наверное, ногам будет приятно для вязания коврика. В принципе, можно использовать любую пряжу, которая вам будет доступна, которая вам понравится по цветам. Самое главное условие для вязания коврика, чтобы пряжа на основу была в 2 раза тоньше примерно, чем пряжа для вывязывания именно узора. Также нам потребуются крючки. Для вязания основы я взяла 6, для вязания вывязывания узора я взяла 8. В принципе, можно было и 9, и 10 крючок взять большой, но у меня просто такого не оказалось. То есть крючки тоже по толщине пряжи подбирайте, иначе будет не очень красиво. Ножницы. Это все, что нам потребуется. Начинаем с вывязывания основы. Крючком 6, бирюзовой пряжи, та, которая у меня потоньше, я буду набирать цепочку из воздушных петель. Совершенно не имеет значения, сколько воздушных петель набираю я, потому что вы набираете свое количество этих петелек. Оно должно равняться либо ширине, либо длине, желаемой для вашего коврика. Размеры своего коврика я проговаривала в самом начале видео, поэтому я буду набирать цепочку нужного мне размера. Моя сетка уже связана, поэтому я наберу сейчас совсем немножечко. Но вы все равно все поймете. Связали цепочку нужной длины. На мою не смотрите, это всего лишь образец. И теперь отсчитываем от крючка 4 петли. 1, 2, 3, 4. И в 5-ю петельку делаем накид на крючок и провязываем столбик с одним накидом. 2 воздушные петли, накид, пропускаем 2 петельки цепочки, 1, 2 и в 3-ю вяжем столбик с одним накидом. 2 воздушные петли, накид, пропускаем 1, 2 и в 3-ю вяжем столбик с одним накидом. 2 воздушные петли и 1, 2 в 3-ю вяжем столбик с одним накидом. Таким образом мы вяжем до конца ряда. Связали до конца ряд, вяжем 4 воздушных петли подъема. 2, 3, 4. Разворачиваем работу, делаем накид, ищем следующий столбик с накидом и над столбиком в петельку провязываем столбик с одним накидом. 2 воздушные петли, накид и над следующим столбиком в петельку провязываем столбик с одним накидом. 2 воздушные петли и над следующим столбиком провязываем столбик с одним накидом. Таким образом мы будем вязать до конца ряда. Провязали ряд до конца, почти до конца. И последний столбик вяжем следующим образом. 2 воздушные петли, накид
И вот у нас начальные петли подъема были, да, ищем первая, вторая, во вторую петельку от начала провязываем столбик с одним накидом. То же самое все повторяем из ряда в ряд. 4 воздушных петли, разворачиваем работу, накид, следующий столбик мы провязываем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, столбик с накидом и так далее, до того момента, пока вам не понравится размер вашего коврика. Итак, связали сетку нужного нам размера. И теперь берем толстый крючок, берем пряжу, которая потолще. И хвостик я еще не обрезала. Находим уголок, любой, какой нам нравится. Вводим туда крючок, подхватываем пряжу, вытягиваем и провязываем воздушную петлю. Все, закрепились. Хвостик у нас остается на другой стороне. Честно говоря, вот сейчас я буду вязать лицевую сторону, она мне не так понравилась, как изнаночная сторона. Поэтому я лично буду пользовать коврик с изнаночной стороны. Ну, посмотрите, как получится у вас, и возможно, вы будете менять право, лево, изнанка, лицо. Итак, дальше. Все, в первую петельку мы зашли. И теперь начинаем просто вязать зигзаги. Вот каждая петелька у нас следующая должна заполниться воздушной петлей, по сути. Это цепочка из воздушных петель. Подтягиваем до следующей петельки крючок, вводим в петельку, подхватываем нить. Первое время не очень удобно, особенно с краюшку. Но быстро приноровитесь, и все будет получаться. Подхватили нить, маленько вытянули петельку. Следующее отверстие. Вводим крючок, подхватываем нить сзади. Вытягиваем петельку, подтягиваем ее, чтобы она не стягивала коврик. Следующее отверстие. Крючок, петельку вытянули. И вот такая у нас косичка красивая начинает получаться. Вот такая. На черном плохо видно, я знаю, да, на камеру, но ничего не поделаешь. И вяжем так, как захотим. Вот как захотите, так и вяжите в любом направлении. Например, вот я провязала, да, 1, 2, 3, 4, 5, 6 петелек. Повернуть хочу направо. В соседнюю петельку справа ввожу крючок и точно так же вытягиваю петлю. И пошла в обратном направлении. В соседнюю петельку вытягиваю крючок, подтягиваю маленько нить и вяжу просто цепочку из воздушных петель. По сути-то вяжется она очень-очень быстро. Дольше вязать вот эту сетку. Довязала до низа. И, например, здесь я захотела развернуться направо, да. Ну, куда еще тут разворачиваться? Все, подхватила. Ой, не то я подхватила. Сейчас. Подхватила пряжу, вытянула. Пошла наверх, например, следующую петельку. Это чистое творчество. Куда вы направите цепочечку свою, это ваше дело. Можно ее здесь повернуть, да, и вытянуть петлю. Так, ладно, не буду вас больше мучить. Это удобно делать на коленях, не на столе. Вот что у нас получается. У нас получается такой объемный узор. С обратной стороны он выглядит вот так. И мне почему-то вот это понравилось больше. Но, в принципе, если хорошо подобрать цвета, то можно и на правой стороне это все использовать. Таким образом, мы должны закрыть нашими зигзагами всю сетку. То есть вот начали в одном углу, идем, как хотим, так и идем. Но старайтесь все равно предусматривать, да, где у вас ряд заходит, где выходит, чтобы вам ровненько закрыть полностью все пространство и не оставлять вот этих пустых окошечек. Ну все, коврик мой готов. Целый ковер получился, 1,20 на метр у него размер. Очень комфортно сидеть на диване.
рядом с таким ковриком двусторонний, как я и обещала. Поменяли местами стороны и получили новый ковер каждый раз. Если вам понравилось вязать со мной, ставьте, пожалуйста, палец вверх, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик под видео, чтобы быть всегда в курсе моих новых мастер-классов. Всех люблю, пока-пока.